Здравствуйте, меня зовут Коржаев Сергей, и я делаю сверхлегкие лодки. Сегодня вы узнаете о самой легкой лодке, которая когда-либо производилась в России. Почему я создал эту лодку только сейчас? Почему я не сделал ее раньше? Ведь я делаю покрафты уже более 8 лет. Причин, наверное, две. Прогресс не стоит на месте, и птичьи покрафты совершенствуются. И появляются новые технологии. Это вторая причина. И вот в этой лодочке мы выбрали технологии, которые сбривают вес по максимуму, как бритва-жилет. Многим будет интересно, зачем я ее сделал. Самый-то прикол состоит в том, что мечты сбываются. Как вы думаете, кто будет владельцем вот этой малышки? Кто будет владельцем этой лодочки? Куда она пойдет? Та-ра-та-та-та-та! Эта лодочка сделана для будущего покорителя Трансурала. Эта лодочка как раз направится на маршрут, о котором я тут прям боюсь посчитать, мечтал 13 лет, наверное. Блин, может соврал, может 10, но я мечтал о нем долго. Вот я даже не могу описать свои чувства, когда тебе звонит чувак и говорит: сделай мне легкую лодку. Я такой: кулик. Он говорит: не, меньше килограмма хотя бы. Я говорю: а куда ты собрался? Он такой: на Трансурал. Я такой: о. Ну, понимаете, что если бы я ее не сделал, то я был бы конь последний. Давайте сменим локацию и посмотрим, насколько в ней комфортно. Сейчас давайте мы попробуем накачать лодочку. Возникает вопрос: если лодка весит 800 плюс грамм, то нужен ли мешок? Давайте посмотрим, можно ли ее накачать ртом. Я засек. Прошло 4 минуты и 10-15 секунд, и мы ее в черне накопали. Посмотрите, какой зверек. Пара-па-пам! Тот неловкий момент, когда весло тяжелее лодки. Примерно в 1,5 раза. Это РСТ Эко 5-секционная, кило 200. А это новая лодочка от Birdie Pacraft весом меньше 900 грамм. Давайте. Наверное, мы сделаем вот так. И придумаем что-нибудь полегче. А пока охлаждаем лодочку. Когда вы ее накачали, особенно когда я накачал ее силой своих легких, Кинг-Конг жив, то воздух там теплый. То есть он вот температура окружающей. А вода у нас почти всегда холодная. И лодку всегда нужно, ну, скажем так, отпускать. То есть мы бросаем ее в воду, и вода охлаждает воздух в баллонах, затем мы докачиваем лодку. О, смотрите, какой она стала мягенькой. И чем же мы будем грести? Сейчас мы что-нибудь придумаем. Я взял лопасти в цвет. Попробуем грести грибками. То есть у меня есть типа ультралайт весло, лопаточки легенькие, и попробуем ими грести. Потому что я лично считаю, что с такой лодкой полноценное весло, ну, кажется немножко странным, хотя его, наверное, можно брать. И сразу же в этой лодочке возникает вопрос, на чем сидеть. Я попробую использовать свой городской рюкзачок. Сейчас в нем килограмм 5 груза и объем, ну, где-то литров 10. Ну, что я могу сказать? Ха-ха, нормально. Стиль брас. Ну так, вполне себе. Так, ну а теперь у нас интересно посмотреть, как же у нас будет лодка с грузом. Поскольку груза полноценного туристического у нас нет, с нами поплывет рюкзачок весом килограмм. Сейчас скажу сколько. Ну, килограмм, наверное, 18, да? Килограмм 18. Давайте пробовать. Ну что, вполне себе ездит. Так, теперь возьмем рюкзак немножко побольше.
Я так не подниму спину 40 килограмм 20 плюс. Так, опа. И попробуем грести нормальным веслом. Полновес, так и хочется сказать. Ну что можно сказать? С веслом, конечно, прикольно, несмотря на то, что забрасывает в воду. Но какой момент? Она, конечно, жутко без груза, она жутко виляет. С грузом, с веслом хорошо. Я думаю, что лучше лопатки. Вот если использовать эту лодку как переправную, лучше лопатки. Ну и в принципе вот подгруз, как мы поняли, что вот если сидеть по-турецки на каком-то пенке или на чем-то, то здесь место у меня получается около 40 сантиметров, ну и здесь получается 30 плюс сантиметров, так что вполне нормально. Место под стоячий груз есть. Если второй момент, естественно, который можно использовать, это сидеть тупо на рюкзаке. То есть ты берешь рюкзак, как в нашем случае, ставишь его сверху и на нем переправляешься. Минусы какие? Минусы то, что у тебя высокий центр тяжести, но поскольку мы, в отличие от других ультралайтов, баллоны не уменьшали, диаметр баллонов, то здесь она, в принципе, такая, ну, как бы не супер устойчивая, но вполне себе это нормальная, адекватная. Поднялся легкий бриз, и нашу лодку надо держать. Я думаю, что переправляться надо с грибками, то есть использовать для переправы именно грибки. Почему? Потому что, во-первых, они легче. Это самое главное. Второе, когда у вас не очень большой груз, то есть там 10-15 килограмм на носу, то у вас будет проблема в том, что вы не сможете нормально веселками грести, полноценными веслами грести, и она будет вилять. Мы не уменьшали диаметр баллонов, как это многие делают. Здесь полноценные 28 сантиметров. Но здесь, естественно, в корме еще больше. И получилось так, что лодочка сбалансирована, то есть она не тонет прям вообще в корме, вот прям совсем-совсем. То есть она вполне себе едет. То же самое, то есть ты себя чувствуешь комфортно, и если это даже будет какая-то волна неприятная, озерная, речная, то в принципе ты на ней проедешь, тебя не зальет. Ну и если у тебя груз весом 25-30 килограмм, то в принципе похоже, что никаких вопросов по переправе также не будет. И я думаю, что до роста 1,85 м, 1,90 м никаких вопросов не будет. Если вы двухметровый чувак, то сорян, Колян. Теперь факты. Там рост, вес, размеры, там в ширину, в длину, вот диаметры баллона, вот, ну вот это вот все. Вы посмотрите их здесь. Тут, в общем-то, все понятно. Ну, наружная длина 180 сантиметров, это как-то нормально. Длина 104 сантиметра у многих вызовет вопросы, но я думаю, на воде мы вот прям убедились в том, что все нормально. И диаметр баллона вот здесь 28,5 сантиметров. Это вот прям такой честный, нормальный грузоподъемный диаметр. И при этом вес у нее 880 грамм. То есть это прям очень круто. 3 самых важных параметра — это вес, ну и, конечно же, вес. Ладно, пошутил. Естественно, это вес, компактность в сложенном виде и надежность. Это не надувнушка, сделанная из китайских тканей. Вот наши лодочки, на минуточку, ходят плата Путарана, там всякие офигенно длинные автономные походы, экспедиции. И еще один интересный момент. Эта лодка не самая маленькая среди птичьих покрафтов. Она сопоставима по размерам с Куликом Лайт. Но она меньше весит почти в 1,5 раза. И это новые, надежные технологии. Они реально новые в покрафтостроении, и не только российском, кстати. И что самое классное, это то, что вот эта лодка для покрафтинга вот в самой его сути. Поймите, человек херачит вот несколько тысяч километров, и он не обламывается тащить с собой лодочку.
потому что он сэкономит время на переправе. То есть вот эта лодка в первый же день будет испытана на переправе. То есть на переправе человек будет фигачить через Сакмару, и если лодочки не будет, то ему придется идти влево, вправо там, или вброд, что по нынешним, по весенней воде будет, как-то так себе. Вот эта лодочка, это вот как раз эссенция покрафтинга, вот классического покрафтинга, вот именно вот, который предполагает комбинированные походы, а не просто вот сейчас мы поплюхаемся, а потом нам будет легче тащить лодочку. Ну да, мы круче каякеров, там, хотя бы на берегу. Ну, ладно, скажете вы, я не собираюсь там ставить рекордов, я не иду на Трансурал, там, я еще в какие-то там многотысячекилометровые гребеня не собираюсь ни хера. И зачем мне эта лодка? Ответ, в общем-то, наверное, довольно простой. Если вам нужно переправляться куда-нибудь, зачем-нибудь, вот вы можете вот взять эту лодочку, не обломаться по весу, и вот если вам нужно там, например, где-то порыбачить, там что-то перевезти, в том числе там, велосипед, вот с этой лодочки при рыбалке будет в жилу тенкара, потому что, они обе маленькие, легенькие. И вот если у вас эти моменты будут возникать, и вам нужно что-то пересекать, не замочив там свои вещи, вы можете взять ее на мультигонки, на рогейны всякие, вот на подобные истории. Вы поймите, что эта лодочка, она вообще просто настолько мала, что вы ее возьмете, забудете и вспомните только тогда, когда она вам нужна. Вот эта лодка максимально легкая и надежная для выполнения ваших задач, в ваших путешествиях, там, преодолениях, превозмоганиях, для отдыха, для соревнований, для всего. На этом, в этом ролике, наверное, все. Поддержите вашим лайком и комментарием лодочку, если она вам нравится. Если не нравится, ставьте дизлайк, комментируйте, почему нет. Все честно. Мне реально очень важно и интересно знать ваше мнение. И на этом теперь у меня уже точно все. Спасибо. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Увидимся в следующем ролике. Пока. А что мы сделаем с Куликом?